Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Что скоро произойдет? Давайте узнаем. Какие судьбоносные события вас ожидают в июле? С чем это будет связано? А возможно, это неожиданные новости. И пусть эти новости для кого-то как, на более глобальном уровне, как в средствах массовой информации, или новость от конкретного человека, решение человека. А возможно, мои дорогие Водолеи, это вас заставит удивиться ваше собственное решение. Думали одно, а тут как-то взяли и переиграли. И я такое допускаю с учетом Урана, а это ваша планета-управитель в знаке зодиака Близнецы. И если прежде Урану в Тельце было не очень уютно, то здесь, в Близнецах, он себя чувствует прекрасно. Поэтому планета инновационных решений или каких-то даже для нас собственных неожиданных решений в течение июля, создает такую палитру, когда мы можем что-то переиграть, передумать или изменить. Может быть, мы и были в чем-то уверены, а тут мы видим реальность, как-то вот с другой стороны. Ведь это не секрет, что Уран ломает все шаблоны. Вот прямо карты спешат. Ладно, давайте узнавать. И у нас сегодня два расклада в одном. Первый – это у нас пасьянс. И мы просто посмотрим события. А вот на колоде Таро мы раскроем вопросы личной жизни. У нас будут три позиции. Первая позиция для тех, кто в паре. Вторая для тех, кто один или одна. И третья позиция для тех, кто в сложных отношениях. Итак, давайте будем узнавать. Что же там скоро произойдет? С чем будут связаны эти события июля? Вот есть какие-то сомнения у вас. Что-то вы тут словно взвешивать будете за и против. Весы. С другой стороны, баланс держи. Тоже нам говорят, да? Будь дипломатом. Видимо, есть какая-то составляющая вашей жизни. Пусть это тема, какая-то задача или вопрос, который требует доработки или неоднозначного подхода. Вот как по Урану. Правда, вы тут можете что-то переиграть, передумать. Потому что либо этого требует время. Может быть, и какая-то ситуация развилась уже до определенной степени. Время делать выводы. Но эти выводы, они должны быть очень продуманные для вас. У вас еще совпадает змея. И все же часто это как предупреждение. Это те люди, которые как наблюдают. Может быть, это и вы сами не доверяете. Уже даже и сложилось, может быть, с каким-то человеком такое вынужденное перемирие, да? Но уже недоверие есть. Мы говорим весы, вы что-то обдумываете. Вот я могу предположить, что по какой-то прежней ситуации явно, или для вас человек раскрылся с новой стороны. Вы как-то сложили прежде, возможно, о конкретной персоне свое мнение. А теперь вы понимаете, что, нет, вот там с человеком возможны варианты. И вы можете чувствовать, что для меня тут нужно разработать какой-то дополнительный стратегический план на случай, если что-то идет не так, вполне вероятно. Или у кого-то это будет связано с новым человеком. Лицо. Нам по пасьянсу прорисована цыганка, может быть, поэтому он и называется цыганским, но прописано именно лицо. То есть нам не говорят, что это за человек. Это может быть тот, кого мы узнали недавно. Так часто проигрывается. Или вообще новый какой-то человек, который еще войдет в течение июля в вашу жизнь. Или состоится это знакомство. Или пусть это даже будет какой-то чиновник, к примеру, да, или какой-то руководитель, может быть. Вы собираетесь путешествовать по инстанциям, потому что вам нужно решить какой-то свой вопрос. Тут ведь мы все разные, перекладывайте на себя, поэтому не торопитесь делать выводы. Иногда так бывает. Мы складываем определенное мнение о человеке и думаем, я уверен, что это именно так. Я вынуждена была прерваться. Словом, продолжаем наше видео. И я хочу сказать, что соединение как раз у нас сейчас происходит. Планеты Сатурн и Нептуна. И вот если мы про Сатурн, то это планета порядка, это планета рамок, каких-то законов, уже устоявшихся мнений. А Нептун – это мир внутренний. Это никаких рамок. Это вообще какие-то
размытые границы, мои дорогие. И вот в чем сложность этого соединения? В том, что мы можем чувствовать себя в чем-то уверенными, а на самом деле это как иллюзия или наше ложное решение. Здесь пока не все так однозначно. Прислушивайтесь к интуиции. И будет важно, наверное, держать действительно этот баланс, на чем-то не настаивать, хотя бы потому, что вы, скорее всего, можете изменить или о чем-то, или о ком-то свое мнение. И у вас выпадает, посмотрите, с одной стороны красивая очень конфигурация, как вроде человек, и вроде человек по судьбе. И может быть это как любовь, может быть это и новое знакомство. Но и еще пока все зыбко непонятно. Мы ведь не знаем, вот когда крест выпадает, да, действительно по судьбе, но мы еще пока рано делать выводы. Мы можем думать, что, ну вот, я встретил, допустим, да, того человека, который будет мне помогать, допустим, решать какой-то вопрос. Но это не обязательно продлится долго. Вполне вероятно, даже какое-то единение души вы можете с новым человеком ощущать, но, может быть, человек пришел для чего-то в вашу жизнь. Вы нужны ему, а он нужен вам. И эта дистанция, она может быть не очень далекой. Может быть, на какое-то время люди приходят в нашу жизнь для того, чтобы, ну, свой след все же в нашей душе оставить. Может быть, это будет просто как опыт. Карты говорят в целом. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны. На самом деле рано еще делать выводы. И поверьте, если это ваше, и мы даже говорим уже не о какой-то казенной ситуации, а именно о истории любви. Но и если это ваши люди, они вас догонят в любом случае. Поэтому куда-то не торопитесь. Взвешенных решений время. Но уж никак не фундаментации какой-то, да, когда мы уже в чем-то уверены, и мы чувствуем себя, словно место застолбили. Вот есть такая фраза, но нет, тут еще пока все вот так вот зыбко обтекаемо. Тем не менее, посмотрите, какие добрые энергии. Может быть, мои дорогие водолеи, это вас пытаются пространство, Вселенная настроить на такой, как и позитивный лад, потому что у вас солнце. И с другой стороны, не быть непримиримому. Или самому себе, или самой себе сказать, что ведь да, правда, и ведь я тоже в чем-то ошибался или ошибалась. Я тоже видела как-то однобоко, к примеру, какую-то ситуацию или историю отношений, или пусть это по работе. Здесь переосмысление, это точно. И если было прежде, допустим, вот мой друг, вот мой недруг, и вот, допустим, те люди, которые, ну, они просто присутствуют. Так вот, такие метаморфозы с Ураном в Близнецах. Вот и есть какая-то ломка шаблона. Но для вас это как будто совершенно необходимо. Может быть, внутренние выводы, предположения вы уже будете делать, но с учетом весов это тот баланс, когда мы транслируем миролюбие все же, да, или дипломатию внешне. Для вас вот эти энергии необходимы. Почему? Вы выбираете новое направление. Может быть, это вы даже и направление не новое, но вы об этом раньше думали, но не предполагали, что вам придется этим заниматься. Или не предполагали, что вам придется приступить вот к именно такой работе или отправиться вот в определенное куда-то место. Вот здесь вы что-то конкретизируете. Это уже на будущее, месяцев 6-8. Вы с чем-то определяетесь. И значит, эту свою стратегию, тактику вы будете как минимум до конца 2025 года продолжать. Но для вас это еще и возможности. Может быть, это где-то как... ну, такой своеобразный кармический опыт или даже какой-то, ну, может быть, занятие, творчество. Тут ведь у кого как проиграется. И, возможно, потом и еще будет новая ступень. Такое нам тоже мы можем допускать. Да? Для чего-то это имеет смысл. Но пока сказать на долгий период времени, что, ну, будет вот так, а не иначе, мы точно не можем. Поэтому безапелляционными, как минимум, ну, не нужно быть. И посмотрите, у вас могут быть как и перемещения, много дорог, какие-то возможности у вас могут быть, мои дорогие водолеи. Тут, в принципе, интересная жизнь, какой-то жизненный драйв, некогда скучать. И в целом-то ведь, посмотрите, мало что солнце, это и удача, это и радость. Значит, какая-то радость у вас будет, это точно, может быть, и неожиданно. Или
Пришла какая-то возможность совершенно не там или не с той стороны, как вы это предполагали. Я бы еще сказала, рядом с Солнцем у вас как раз оказывается и змея, и благополучие. Вот голубь – это благополучие. Когда выпадает это значение в пасьянсе, я уже давно заметила, у меня около 40 лет. Представляете, как у меня долго этот пасьянс. Так вот, когда выпадает голубь, это, наверное, как у Ленорман клевер. Вот какая бы ни была заваруха, что бы там у нас ни перекрутилось, а вот все равно в конечном итоге потом будет и баланс, и, ну, как наша уверенность, как минимум. Какую-то ситуацию мы можем стабилизировать. Или пусть тема, или вопрос, или по работе, ну, или даже по личной жизни. Но я бы все-таки сказала, не рассказывайте о себе много. Потому что кто-то, иногда змея об этом говорит, это тот, кто в тени. Тот, кто себя, ну, вот так явно не проявляет. Это даже могут быть те люди, которые вам говорят какие-то комплименты, или то, что мы хотим слышать, то, что приятно нашим ушам, да? А на самом деле человек, что он там думает? Да Бог его знает. Поэтому берегите себя сами. Не рассказывая, уже не рассказывая, да, о себе много, мы не даем повод для сплетен, повод для того, чтобы нам кто-то поставил подножку. И вообще примите во внимание, тут вам может быть как приход таких новостей, вообще информацию фильтруйте. Почему? Потому что выпадает мельница, это пустые разговоры. Так вот, к примеру, у вас солнце, у вас благополучие, а кто-то может и завидовать. Может быть, и вы проболтались о себе слишком больше или много, чем того следовало. И вам тут может кто-то тень на плетень давать ошибочную информацию. Поэтому я сказала бы, в июле месяце все, что вы слышите, или пусть вы даже видите, да, но вы можете видеть ситуацию, ну, вот в одном каком-то временном отрезке. А что послужило предвестниками? К чему или из чего это все состроилось, да, в конечный итог вылилось? Вы ведь тоже можете не знать. Поэтому рано делать выводы. Вот это точно на весь июль месяц. Тут как и меняться что-то может, тут и могут быть метаморфозы. И это очень даже мы ожидаем с учетом Урана в Близнецах. Но у вас еще и Лебедь, посмотрите, любовь, верность, доверительные отношения. Ну, понятно, и радость, или это пусть будут наши близкие, или пусть это будет какой-то друг, подруга, дружба, да, который может в последующем перерасти на новую стадию отношений. Но есть тот человек, возьмем в целом, это ведь могут быть, ну, допустим, кто-то из родителей, или вот действительно какое-то партнерство искреннее, но чаще любовь все-таки обозначает, через любовь, верность и искренность. Значит, и тема личной жизни не на последнем месте, но о себе много не рассказывайте. В нашем пасьянсе мы можем соединить крайние ряды как по горизонтали, так и по вертикали. И вот я должна дополнить тем, что правда, смотрите-ка, у вас подкова, семейное счастье. И рядом у нас лебедь, любовь, верность. Построить какой-то надежный союз, так это факт. Вы можете. Поэтому непримиримыми тоже нельзя быть. Почему? Потому что мы как-то представляем себе человека, а до конца мы его еще можем и не знать. Кто знает, может быть, и какое-то новое знакомство у вас будет. Посмотрите, код, флирт и хорошее настроение. Как будто карты уже дают такой вот задел вашим эмоциям на весь июль месяц. Ну и даже последующий расклад, он ведь тоже в таких позитивных энергиях проходит. Ну, может быть, что-то и не нравится. Но вот я так вижу, тема личной жизни, мои дорогие, точно не на последнем месте. Потому что у вас еще и костер, это дом. Это и как сами по себе стены вы можете решать вопросы по части вашего места пребывания или планируемого, куда вы собираетесь переезжать, предположим. И одновременно, кто в этом доме, наши домочадцы. Все равно история личной жизни. Но есть еще, может быть, и тема ваших достижений. Может быть, у кого-то работа на дому, кстати, с учетом переезда. Вот как работать из любой точки мира. И что-то подобное вы тоже можете продумывать. Вообще, я скажу, позитивной энергии. И роза, любовь. Все же личную жизнь нельзя оставлять на потом. Ладно, давайте мы любовь и личную жизнь как раз поподробнее рассмотрим. 3 позиции. Первая позиция для тех, кто в союзе, в паре, в отношениях.
Может быть, это вы семья, а для кого-то просто вместе уже ваша пара, что-то там определено, или вы проживаете вместе. Это будет первая позиция для тех, кто один или одна. И сложные отношения. Давайте посмотрим энергии в целом. Посмотрите, это как жизнь с чистого листа, нулевой аркан. Это вы можете даже, кстати, по этой карте и проходит переезд, и у кого-то переезд с семьей. Или соединение семьи. Может быть, вы и ваш партнер на расстоянии. И пусть это даже и еще пока в течение июля у вас не удастся осуществить, все же нулевой аркан. Иногда свидетельствует о хаосе перед началом творения. Поэтому пока мы что-то реструктурируем, пока мы сложим кирпичик за кирпичиком в какую-то более четкую конструкцию или для нас более осязаемую, понятную, может быть, это через документы, договоренности более конкретные. Здесь еще пока нам не говорят вот так с точкой, но это всегда новый путь. Для тех из вас, кто устоявшиеся уже отношения, действительно ваш брак, это и ваши отношения могут наполниться новым вдохновением и даже несколько подувядшие отношения, мои дорогие. И я должна сказать, за счет Марса во Льве с 5 июля они как расцветают заново. Это тоже где-то будет нулевой аркан. Но ведь нам и карта говорит, ты подожди, не выноси вердикты. По нулевому аркану будет важно буквально не оступиться, куда-то не лететь стремглав, не выносить пока вердикты. Это словно перемены пытаются они уже в вашей жизни. Но, видимо, начинается какая-то перестройка некоторых конфигураций ваших сфер жизни, может быть, и по части личной жизни. Вполне вероятно, вы какую-то новость получите по нулевому аркану. Правда, иногда идут те новости, которые поначалу не просто неожиданные, а мы так немножко замираем на какое-то время, потому что надо переосмыслить, как к этому относиться или что теперь делать. То есть вот какая-то такой разворот судьбы у вас тоже может быть. И может быть это не связано с вашим желанием. Хотя у кого-то может быть со сменой работы. Или когда какая-то релокация офиса происходит. Или какие-то внешние события. Ведь старший аркан говорит еще и о внешних событиях. Или от силы непреодолимых действий. И вот вы вынуждены, где-то как с чистого листа начинать. Вот у кого-то может проиграться и так. Но здесь все-таки может быть и такой момент, я должна об этом сказать. Несмотря на то, что вы в паре, вы можете встретить нового человека. И вроде бы, пусть даже это у кого-то семья, а у кого-то союз, пусть отношения не оформлены, но я не исключаю, пусть это для одного, для двух, но может ворваться такой человек в вашу жизнь, какая-то персона. Для вас это будет некоторой неожиданностью. И тоже нам карта говорит, не торопись, хаос перед началом творения, мы говорим. Еще пока какая-то неразбериха, еще рано делать выводы. Но вот тут мы все немножко разные. Для тех, кто в сольном варианте, паж пентаклей. Вы знаете, у кого-то могут быть, хоть вы один или одна, ваши дети. Может быть, взрослые дети. Так бывает, что я знаю, смотрят совершенно разные категории людей в плане возраста. И вот для вас, как новый жизненный этап. Может быть, с одной стороны, вот как я сказала, да, какая-то детская тема, и пусть ваши дети, они уже сами родители, да, может быть, и ваши внуки, или какое-то предложение от детей. Вот вы знаете, когда паш, это мы всегда принимаем как новую какую-то стратегию, тактику, или мы ее пытаемся опробовать. Мы еще понимаем так вот разумно, холодным умом, что да, мы в самом начале какого-то нового жизненного этапа. Вот посмотрите, здесь есть явно какая-то взаимосвязь. Нулевой аркан, а дальше паш. Первые шаги. Первые шаги вы можете делать в каком-то даже деле, творчестве, развивая свое хобби или личное дело, и вас это, буквально так закрутит с головой. Я могу предположить даже, что, занимаясь своим личным делом или творчеством, вы формируете вокруг себя новую общность людей или словно новый социум отстраиваете, расширяете новые горизонты для себя. Вам хочется вот этих кругозоров, опять же, новых. Вам надоела какая-то статика, замшелость, все, что было связано с прошлыми какими-то историями. Вы готовы идти в новые отношения.
Но это карта осторожного человека. Все-таки паж Пентаклей – это самый прилежный ученик. Но вот такие энергии у вас могут быть. Почему? Потому что явно есть какой-то опыт, и не хочется еще какие-то грабли находить. Но, тем не менее, у вас есть какой-то интерес. Или интерес, пусть даже через любимое дело, расширяет для вас диапазон общения. Или когда вы куда-то поехали, допустим, это тоже вам помогает отчасти и познакомиться в поездке, встретить кого-то. И мы тоже не бежим никуда вперед. Мы не пытаемся в этих взаимоотношениях быстро что-то, как получить какую-то договоренность или получить результат. Нет, тут игра где-то жизни завораживает. И это очень интересная энергия, правда, когда есть с одной стороны вдохновение, да, а с другой стороны мы уже более осмотрительны. Значит, шаг за шагом, и если суждено, то вас, ваши люди, как будто все равно они с вами останутся или вас догонят. Но это совершенно новые энергии пытаются войти в вашу жизнь. И стало быть, для тех, кто хочет познакомиться, тут самому-то тоже ведь надо действовать, правда? Ну, вот такое, как совет дает нам карта. Для тех, кто в сложных отношениях, помириться. Больше нечего сказать. Десятка кубков. Десятка кубков – это как солнце вместе с вот этим голубем, благополучие, радость, возможности, мои дорогие, любовь, верность, искренность. Мне нечего добавить. Я могу предположить, что даже сложные какие-то отношения при должном балансе и дипломатии вы сможете проговорить без обидных слов, не пытаясь партнера склонить как в свою сторону, без доказательств, вот самое главное. Здесь идет и прощение, и взаимное такой, и не только, знаете, чувственный интерес, все-таки это у нас кубки, но еще и душевная сопричастность, душевное тепло, очень добрая карта, как и семьи, когда вы можете... Есть какой-то даже истории, когда еще у вас нет семьи, не оформились ваши отношения, или вы даже об этом не говорили. Вот тут что-то может конкретизироваться. И пусть я такое допускаю, прежде была просто история дружбы или каких-то контактов, то тут отношения могут получить свое развитие. Самое главное, мои дорогие, желание должно быть обоюдное. То есть и с вашей стороны, и со стороны другого человека. Если хотим только мы одни, или хочет другая персона, а мы нет, тут ничего не построишь. Ведь эта карта не просто союзов, а единения. Единения души и полного взаимопонимания, и, главное, искренности. Настоящие отношения, они строятся на искренности. Не на игре чувств, не на игре страсти, а когда мы друг другу доверяем. Потому что интерес сегодня есть, завтра он исчез или поменялся. Иди его поищи, где он там делся, правда? А вот когда мы чувствуем, что человек вот наш, как будто он близок нам душой, и тогда многие вещи, они понятны без слов. Вот такой у вас удивительный расклад. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи. Я благодарю вас за ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Спасибо, что вы смотрите видео. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.